Всем привет! Репортаж из машины. Значит, прошла новость тут, причем очень мало СМИ заметили, это очень мало СМИ об этом сказали, но значит, Саудовская Аравия должна получить от Америки сейчас очень много ракет для систем ПВО «Патриот». И это не просто так, как бы это все связано. Смотрите, как интересно получается. Значит, расскажу чуть-чуть о Саудовской Аравии, о их проблемах. С 2015 года у них есть проблемы с йеменскими повстанцами-хутами, которые находятся на территории Йемена. И там идет гражданская война. В принципе, в Йемене есть правительство Йемена и есть вот йеменский военный консул, который представляет собой повстанцев. И их поддерживает Иран и Северная Корея, а правительство поддерживает Саудовская Аравия, все ее там друзья в регионе и, в принципе, как бы Америка и так далее. Вот. Как я говорил в одном из роликов, Америка недавно бросилась искать, кто бы еще мог поставлять больше нефти, обратилась к Венесуэле, те им отказали. После того, как те им отказали и отказали вообще ввести санкции против России, Америка направила тайно своих представителей к оппозиции Венесуэле. Причем самое интересное, это как раз тоже вышло вот на тот ролик, что я поставил, когда Нуланд говорила про биологические лаборатории на Украине. Это как раз в то же самое время ее и спрашивали про Венесуэлу. И этот же сенатор спросил ее, что он говорит: Америка признает правительство Венесуэлы? Та говорит, да. Он говорит, а как вы тогда объясните то, что вы послали людей тайно к оппозиции этого правительства, чтобы с ними как-то о чем-то договариваться? И с таким намеком, что, может быть, Америка пытается сделать переворот в Венесуэле. Ну, та толком ничего сказать не могла, сказала, да, вот мы послали, но это не совсем тайна. Он говорит, ну как не тайна, если об этом никто не знал и точно не знало правительство Венесуэлы. Ну, мы как бы потом сказали, так кто-то и говорит, что да, вы сказали, когда об этом уже узнали. Но дело не в этом. Значит, обратились в Венесуэлу, те мягко послали, обратились к Саудовской Аравии, те тоже послали. Дошло до того, что даже в Иран обратились. Опять же, Америка, Иран, ну как-то там не супер дружественные отношения, и все равно Америка обратилась, потому что, ну, безвыходная ситуация. С одной стороны, запретили российскую нефть возить и бензин, а с другой стороны, цены летят вверх без остановки. Вот. Так что же произошло в Саудовской Аравии? Значит, в Саудовской Аравии уже 5 лет есть вот эта вот проблема. Хутийские повстанцы стреляют ракеты на Саудовскую Аравию, причем целятся именно в места добычи нефти на юге. И даже вот недавно одно из мест добывания нефти зажглось, потушили, второе временно перестало добывать нефть, потом опять починили. Вот. Ну, короче, такие проблемы. И Саудовская Аравия очень много пользуется вот этими системами Patriot, чтобы сбивать ракеты и дроны, которые посылают повстанцы. Несколько месяцев назад, 3-4 месяца назад, они обратились к Америке и сказали, что, ребята, у нас не так много осталось снарядиков, ну, ракет, и мы бы хотели купить еще. Деньги есть, как бы, да, проблем с деньгами у них нету. Мы бы хотели докупить. Ну, американцы не совсем как бы захотели, потому что у них для того, чтобы продать сегодня Америке, Саудовской Аравии оружие, они должны проходить через Конгресс, те должны разрешить, хотя системы Патриот это в принципе чисто оборонительное оружие. Ну, короче, не все там сладко, да и вообще как бы отношения у них после того, как Байден стал президентом Америки, очень сильно ухудшились. Ну, во-первых, там была массовая казнь в какой-то момент, хотя был суд, все. Потом там журналистку в 2018 году замочили. Хочу напомнить, что Саудовская Аравия не демократия, она никогда не пыталась быть демократией, никогда не говорила, что демократия, там монархия, что сама по себе, в принципе, тоже более-менее диктатура. Вот. Поэтому и ведут они себя подобающе. Ну, американцы, особенно демократы, конечно, им это все очень неприятно, и они вот начали
выступать против Саудовской Аравии, морочить голову. А Байден зашел, так тот вообще перестал даже идти на прямые контакты с наследным принцем Саудовской Аравии, потому что как бы не хотел обратить на себя гнев своих демократов. И более того, хутийская организация, вот хутийская повстанцы, они были всегда в Америке считались террористической организацией. Так вот, Байден их вытащил из этого списка. Как бы Америка теперь не считает их террористами. И я не удивлюсь, если она втайне их как-то и поддерживает. Ну, чтобы было чуть более интересно на Ближнем Востоке, это вот Ирак замочили, Иран более-менее обложили санкциями, то все так, ну, чтобы веселее было всем. Вот. И поэтому, как же, очень сильно испортились в последнее время их отношения Саудовской Аравии и Америки. И вот тут вот пару месяцев назад они попросили ракеты. Те сказали, что, знаете что, а вы попробуйте там у себя на Ближнем Востоке, там у друзей попросить, там в долг взять, выкупить туда-сюда, там. Ну, те попытались, ничего у них не получалось, сказали, что у них хватит, может быть, на несколько месяцев максимум то, что у них есть. Причем американцы, даже у них есть база в Саудовской Аравии военная, они с этой военной базы вытащили эти системы ПВО, забрали их оттуда. Никто не понял, почему, зачем и как, несмотря на то, что у Саудовской Аравии вот эти вот проблемы серьезные, они, ну, как бы забили просто на Саудовскую Аравию. Вот. А тут вдруг, вот буквально вчера, прошло сообщение, что Америка собирается поставить очень много этих ракет в Саудовской Аравии. И так как она не хочет сейчас проходить через Конгресс, потому что думают, что там многие будут против, то все, что они делают, они свои же ракеты, которые находятся на других странах и на других базах Ближнего Востока, они их пересылают в Саудовской Аравии, а тем странам они как бы будут заново как бы посылать ракеты. Для этого Конгресс не нужен, и все нормально. Вот как-то, знаете, как бы обошли немножко демократию своего Конгресса, не дали возможности им сказать да или нет, просто сделали это через третьи страны. Вот. И вот сейчас мне интересно, поднимется ли опять тема увеличения добычи нефти, чтобы, ну, как-то же надо заплатить за эти ракеты, как бы. Вот Америка сделала одолжение Саудовской Аравии, те типа должны вернуть. Ну вот очень интересно, что будет сейчас, конечно, надо будет следить за этим. Опять же, причем Саудовская Аравия не просто сказала нет на увеличение добычи нефти, она еще, как я говорил недавно, договор с Китаем пытается подписать, и причем хочет подписать это в юанях, а не в американских долларах. Что это уже само по себе очень большой удар Америки, потому что это как бы прецедент, потому что всегда нефть шла, все договоры на доставки нефти были в американских долларах. Это была самая ходовая валюта. А тут вдруг, опа, и можно и китайский юань получить. Вот такой вот намек Америки. Но вот сейчас вот не знаю, мне очень интересно сильно посмотреть, как бы опять же, очень много СМИ об этом не рассказывают, но интересно все-таки посмотреть, или Саудовская Аравия как-то сейчас попробует увеличить добычу нефти, чтобы ответить добром на добро американцев. Или они тоже забьют на Америку. Вот ракеты получат, а потом скажут, у нас там добыча нефти упала, и мы не можем больше делать. Опять же, им в принципе и невыгодно. Как мы говорили, что вот эта вот война сейчас Россия с Украиной, санкции против России, это очень хорошая причина, которой пользуются все политики западные и скидывают на эти санкции, они скидывают и поднятие цены на бензин, и не только на бензин, инфляции бешеные. Байден вообще кричит, что у него вот эти вот 7,9% инфляции, это все из-за России, хотя еще в начале февраля сказали, что у него будет минимум 7,5. Как бы, что это вообще не связано с Россией, потому что Россия тогда еще даже не зашла в Украину. Вот. Но я думаю, что и Саудовская Аравия, и все остальные страны, которые добывают нефть, тоже сейчас пытаются скинуть это, потому что им-то выгодно, чтобы нефть была дорогая. Вот какой смысл им сейчас качать больше нефти и понизить цену нефти? Им сейчас Саудовская Аравия должна заплатить за эти ракеты кучу денег. Вот. Так что я думаю, что они тоже пользуются этим моментом и не собираются начинать поставлять больше нефти, чтобы опустить цены. Не знаю, как мир с этим будет справляться.
со всеми этими проблемами. Ну вот, хотел просто рассказать вот эту вот новость. Так как я и в иностранных СМИ это не сильно видел, то я не уверен, что вы можете это увидеть у себя там, на родине, и в России, на Украине, в Германии, где только русских нету, как говорится. По крайней мере, русскоязычных. Ну, вот такой вот маленький ролик про Саудовскую Аравию и Америку. Думаю, что может быть некоторым людям интересно. Спасибо.